Вот такой обалденно вкусный ужин я сегодня приготовил. На десерт сделал фруктовый кисель, и к этому вареная картошка и подливка, курица, грибы с овощами. И немножко я порезал свеклу. А если вы желаете узнать, как это сделал, оставайтесь на моем канале, и я все покажу. Всем приветик, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню, время готовить. И сегодня на гарнир я просто сварю картошку, а к этому хочу сделать подливка грибы с курицей и овощами. Это все обалденно вкусно. И на десерт я решил просто что такое сладкое попить, как сделать фруктовый кисель. А что времени терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею сделать то же самое или что-то наподобие такое. Итак, картошка у меня здесь вымыта уже в воде. Здесь я взял такую кастрюльку, сюда я засыпал замороженные фрукты. Сейчас я залью водой, добавим сахар. Вот так, сейчас добавлю сахар тоже. Сахар добавляем по вкусу. Включаю газ и пускай это у нас кипит. Тем временем я взял мою любимую сковородку. Сюда добавляем сливочное масло. И немножечко подсолнечное масло или растительное масло, чтобы сливочное масло у нас не подгорало. Включаем газ, и пускай это у нас растапливается. Тем временем я уже порезал лук тоже, так что у меня лук готовый, и кусочки курицы тоже вымытые, вычищены, тоже готовы. Я буду пользоваться растворимым соусом. Если у вас этого нет, то вам придется делать соус на муке. Итак, теперь отправляю сюда курицу. И пускай потихонечку это жарится. И сразу же добавлю сюда лук. Пока это у нас все жарится, я возьму пару грибков и тоже вымою и порежем. Ну, примерно горсточка шампиньонов. И порежем. Так, слегка сейчас пережарим. В это время для нашего киселя я приготовлю крахмал сейчас тоже, чтобы все было наготове. Еще чуть-чуть. Вот так. Сейчас крахмал хорошо все это перемешаем. И, конечно, перед тем, как мы добавим туда в кастрюлю к ягодам, мы еще раз перемешаем, потому что крахмал имеет свойство заседать на донышке. Итак, если у вас растворимого соуса нет, то вам я советую сейчас добавить муку и начинать формировать соус. В моем случае я сейчас заливаю сюда горячей водой. Потому что растворимый соус добавляется в горячие растворы. Вот так. Отправляем грибы сейчас.
и замороженные овощи. Накрываю, дадим немножко все это протушиться и чтобы лед растаял. Так, я тем временем порезал здесь кориандр с укропом, который мы добавим в последнюю очередь в соус. И на этом наши все нарезки закончены на сегодня. Вот так. Итак, мы сейчас теперь добавим сюда чуть-чуть перец молотый. Так. И добавим немного соль. Итак, ягоды у нас здесь закипели. Хорошо. Теперь я сейчас помешаю наш крахмал, и крахмал мы добавим туда. И дадим минут 5-10 так покипеть. Я попробую на вкус. На вкус мне устраивает количество сахара. И помешиваем. Дадим минут 5 так покипеть, и на этом у нас кисель будет готовый. Посмотрите, какая прелесть. Можно подавать как напиток в холодном виде. Или можете взять какую-нибудь кашу и подавать с кашей этот кисель. Ну. Минут 5 так пускай покипит, и тогда выключаем газ. Итак, здесь у нас все хорошо прокипело. Теперь я сюда добавлю немного молока. И дадим это закипеть. И как закипит, мы сразу же добавим сюда растворимый соус. Итак, здесь у нас потихонечку закипает. Мне сюда придется добавить 4 ложечки соуса. Я посмотрю, если еще надо, то еще добавим. Так. И как следует, сейчас это мы перемешаем. И она будет густеть потихонечку. Образовываться соус. Прелесть этого соуса, что упрощает работу здесь на кухне. Вот видите, уже густеет. Теперь я попробую на вкус. На вкус достаточно соли всего. Теперь я накрою, дадим минут 5 так покипеть. И тогда мы выключим. На этом у нас соус будет готовый. Итак, соус у нас хорошо здесь кипит. Смотрите, какая прелесть. И теперь мы добавляем нашу зелень сюда. Кориандр с укропом, то, что я порезал. Даст хорошую свежесть. Помешаем. И на этом у нас соус готов. Можно выключать газ. Теперь ждем, как картошка сварится. Вот такой обалденный вкусный результат получился. Фруктовый кисель. И к этому, как вы видите, подливка курица с овощами и с грибами, вареная картошка. И я немножко порезал, у меня свекла вареная была. Итак, сегодня с вами поделился еще одной идеей, что можно приготовить на обед или на ужин. В моем случае я просто сварил картошку, и к этому я сделал подливку или соус курицы с овощами и с грибами. И у меня была одна свекла вареная, я тоже порезал в качестве салата. И на сладкое что-то такое жиденькое сделал фруктовый кисель, который можно подавать так, как я подаю в кружке в качестве напитка, или можно подавать любыми кашами. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться, пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья, всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.